Ребятки, всем привет! И время от времени мне прилетают вот такие вот комменты, где просят меня показать, какие я использую плагины и какие у меня настройки в VS Code стоят. Я всегда отвечаю, что мне, в принципе, на это показывать нечего, у меня все стандартное, но все равно такие комменты продолжают лететь время от времени, поэтому давайте сегодня мы с вами разберемся и посмотрим, что там у меня есть за плагины. Для этого я просто открыл VS Code, переходим в плагины и давайте по порядку. Первый плагин Auto Close Tag. Я думаю, это понятно. Это когда мы пишем какой-нибудь открывающий тег, и нам автоматически ставится закрывающий, если он, конечно, нужен. Это Auto Close Tag. Второй. Auto Import. Это просто помогает нам найти правильные пути для того, чтобы импортировать те или иные зависимости. Auto Rename Tag, думаю, тоже должно быть понятно. Это когда у нас есть какой-то, допустим, H1. Мы хотим здесь изменить его на span. Мы просто меняем один тег, открывающий или закрывающий, а второй будет меняться автоматически. Следующий плагин это .env. Это просто синтаксис для подсвечивания env файлов. То есть вы можете видеть, что тут просто более-менее подсвечиваются какие-то переменные из env файлов. По следующему плагину я получаю вопросов, наверное, больше всего. Это называется eCSS Tractor for VS Code. Это тот плагин, при помощи которого, можете вот видеть на экране, я выделяю весь HTML, через этот плагин копирую этот HTML и в CSS, когда нажимаю «Вставить», то у меня вставляются только классы тех элементов, которые были внутри. То есть мы не копируем по факту всю структуру HTML, а мы копируем туда только классы и вставляем. У него есть прикольные настройки, там можно настроить под себя. Поэтому для тех, кто не знает, как я вот это вот с HTML просто выделяю весь текст, вставляю только классы уже в CSS, то при помощи этого плагина это все делается. Дальше. ES7 React Redux React Native Snippets, то есть это сниппеты для React, с которым я почему-то уже давно не работал. Следующий плагин HTML Tag Wrap, это для оборачивания текста в теге. То есть, допустим, у нас есть какой-нибудь тут, давайте это будет div, или давайте это будет h1 с кем-нибудь hello. И этот hello я хочу обернуть в тег. Я просто выделяю этот текст, нажимаю Alt-W и пишу тот тег, который мне нужен. Например, span. Это HTML tag wrap. Import cost. Это просто он показывает вес той библиотеки, которую мы импортируем в наш проект. IntelliCode. Это стандартная IDE-шка для VS Code. Просто подсказки. Live SAS Compiler. Live SAS Compiler это для того, чтобы запускать без галпа, там, без веб-пака, без всего прочего, просто SAS файлы и отсматривать их. Как им пользоваться, я уже показывал в своих роликах, можете посмотреть. Live сервер это просто live сервер, чтобы без перезагрузки страницы у нас все работало. Material Icon Team это я иконки использую вот эти вот. А, нет, не использую. Значит, можно их удалить. Окей, тогда использую. Интересно. Ладно, потом дальше мы уже найдем. NPM IntelliSense. Не знаю, вроде как тоже для импортов. Autocomplete NPM модули и импорты. Ну, какой из них работает, точно я не знаю. Path IntelliSense. Это чтобы пути мне подсказывало более-менее адекватно. Это тоже стандартный, по-моему. Prettier. Просто для форматирования кода. Дальше SVG Preview. Это для превьюшек SVG-шек. Допустим, если у нас есть SVG какая-то, то мы можем сразу в VS Code ее просмотреть, как она выглядит. Дальше по поводу Tailwind были вопросы, как вот эти подсказки настроить. Это тоже плагин Tailwind CSS IntelliSense. Тоже его ставите, и вам будет VS Code подсказывать все классы, которые имеются. Tailwind Fold. Это я тоже показывал. Это мы при помощи команды мы просто убираем все эти классы и показываем просто значок, что тут Tailwind, и 3 точки ставим, чтобы оно не базолило глаза. Вот так вот убираем, чистим для простоты. Дальше. Thunder Client. Thunder Client это что-то по типу... Давайте я вот открою. Вот он, Thunder Client. Если я нажму New Request, это что-то по типу Postman или Insomnia, только уже внутри VS Code. Вам не нужно никуда там в посторонние программы заходить. Вы тут вкладочку себе добавили с Thunder Client и можете делать запросы. Тут есть и Buddy, и GraphQL и так далее. Тут много чего есть, поэтому тоже удобно. To-do Highlights. Это для подсвета тудушек. Честно, я им не пользуюсь, можно удалить. Он мне не нужен.
И дальше еще TypeScript, React, Code Snippets. Тут тоже некоторые сниппеты, которыми я, поскольку React давно не пользовался, то и этим плагином тоже не пользовался. Это, в принципе, все плагины. Как видите, тут нет ничего такого сверхъестественного, сверхординарного. Думаю, все эти плагины всем известны. Можно парочку, там, ECSS Tractor, допустим, не всем известен. А так, в принципе, это все базовые вещи. И еще что я хотел показать. Сеттинг JSON я еще хотел показать. Здесь у меня часто тоже возникает вопрос, какой у меня шрифт стоит. Шрифт у меня стоит JetBrains Mono. И еще у меня спрашивают, как сделать курсор таким плавным, как у меня. То есть, видите, он у нас вот так вот и пишется плавно, и курсор вот так вот плавно, плавная анимация у курсора. Для этого у меня есть отдельный ролик на канале, там 2 минуты идет, можете посмотреть. Но вот у меня 4 настройки, которые делают курсор плавным. Можете ставить паузу, делать скрин и добавлять в эти настройки, и будет у вас такой же курсор, как и у меня. Ну да, еще тема. Тема это дефолтная Dark Plus. Это новая тема, которая от VS Code. Dark Plus, написано, что Experimental. То есть ничего, в принципе, сверхъестественного здесь нет. Если у вас есть какие-то плагины интересные, которые помогают вам в работе, и вы могли бы им поделиться, то поделитесь в комментах, я их все пересмотрю и, может, тоже что-то себе возьму на заметку и буду пользоваться. А на этом данный ролик подходит к концу. Всем спасибо за внимание, до скорых встреч, пока-пока.